Всем вам мое здравствуйте, меня зовут Светлана, вы на канале Удачные моменты. Посетила один из садовых отделов нашего крупного магазина, где всегда было очень много различного посадочного материала. Такого изобилия коробочек с цветами, которые мы привыкли видеть, я, к сожалению, не увидела. Я люблю розы, черенкую, выращиваю что-то сама, что-то покупаю. Какое-то время назад розы достаточно сложно у меня приживались, и многие розы, естественно, у нас достаточно суровые зимы в Ярославской области. Прививка, на месте прививки все вымерзало, и розы становились шиповником. До тех пор, пока мне одна умная женщина, скажем так, которая имела на то время 65 роз на своем участке, они все очень хорошо росли, не подсказала такую вещь, что вот в тех районах, где достаточно суровые зимы, розы нужно сажать немножко глубже, чем нам советуют на упаковке. И теперь я корневую шейку заглубляю достаточно глубоко. Прививка не вымерзает. И все мои розы теперь вот последние года не становятся шиповником. С плетистыми розами сложно, конечно, их накрывать зимой, так как они большие. И поэтому я изобрела для себя немножко другой способ выращивания плетистых роз. Вернее, не выращивания, а формировки. Вот я оставлю здесь ссылочку на свой ролик. У меня есть, как я ее обрезаю. Я ее обрезаю и формирую как букет из вазы. И когда роза цветет, получается, что это такой огромный, шикарный букет, ну, где-то приблизительно чуть меньше моего роста. Но это выглядит очень эффектно и очень удобно потом укрывать на зиму. И я приобрела, посмотрите, вот такую красивую плетистую розу, которая называется Хэндл. Я не смогла пройти мимо белых роз. Роза флорибунда. Вот из флорибунд я взяла белую, и из флорибунд я взяла роза кимоно. Называется она вот такая вот розовая. Роза это чайно-гибридная ностальжи. Вот такой хороший у него уже росточек. Сейчас я это все распакую и посмотрю, насколько они там живые. Чайно-гибридная роза голубой Нил. Они, конечно, уже не очень хорошо выглядят, но я попробую все-таки ее спасти ради вот такой красивой расцветки. Начнем сначала с самой, наверное, удачной розы. Это флорибунда. Удачная в том плане, что, видите, ее побеги еще не совсем длинные, они достаточно сильные видны. Мне кажется, она вот самая лучшая из моих купленных роз, потому что побег еще не длинный. И он, смотрите, какой достаточно толстый, они такие активные, их много. Она вся воском залита, все правильно, чтобы не высушивалась. И сейчас мы ее распакуем и посмотрим, какой там корень. А самое главное, что она без шипов. Вот это тоже немаловажно, потому что розы, которые с шипами, есть такие колючие розы. У меня есть такая одна роза, очень колючая. Очень хорошо упакована, качественно. Может быть, именно поэтому у нее такие хорошие побеги, сильные. Потому что она очень хорошо обработана воском. Смотрите, воск залит даже по упаковке. Это хорошо. Все-таки розы, которые продаются в таких упаковках, они намного дешевле, чем розы, которые продаются в горшках. Не могу сказать по своему опыту, что прям розы, которые продаются в горшках, однозначно лучше приживаются. Нет. На моем опыте совершенно нет. Молодец, поставщик. Ну вот, розу мы распаковали. Посмотрите. Вот это корни. Вот это качественные молодые корни. Именно вот они дают вот такие активные мощные побеги. Следующая роза чайно-гибридная. Роза ностальжи. Мне кажется, ностальжи чем-то напоминает, если кто увлекается розами и знает розу Ассирию. Такая очень красивая чайно-гибридная роза. Вот ностальжи чем-то напоминает ее. Здесь, конечно, упаковочка уже, да, вот вам и пожалуйста. Кстати, вот та роза, которая была очень хорошо упакована, она от Русского огорода. Правильно, у них девиз «Лучшее из возможного». Была очень хорошо упакована, видели сами. Вот это уже роза не такой упаковки.
Даже не знаю, кто ее производит. Из Узбекистана. Посмотрите, упаковка уже совсем другая. Она уже сделана вот так на резинку. И по розе, видите, вот эти уже листочки нижние, они, конечно, уже такие подвядшие. Но будем надеяться, что все будет нормально. И вот здесь получалось 2 почки пошла. Одна вот идет, а вторая уже, видите, все. Да, все еще зависит от того, как они транспортируются. Но разворачиваем ее. Увидим ли мы здесь корни, неизвестно. Вот, пожалуйста. Земля сухая. Свежих белых корешочков не наблюдается. Вот этот корешок, видите, загнут центральный. То есть, видно, ее вытаскивали совершенно недавно откуда-то. Все это загнули. Да, печально. Следующую розу, которую мы посмотрим, что она из себя представляет, это роза флорибунда, белая. Здесь достаточно тоже такой приятный, по крайней мере, на данный момент росток. Будем надеяться, что там с корешками лучше. И здесь вот что характерно. Что же это за фирма? Это тоже Узбекистан. Тоже такая же упаковка. Вот здесь вот видите, много было достаточно почек, которые пошли в рост, но вот нижние почки, они уже никакие. Вот, пожалуйста, здесь все это придется обрезать. Но хотя бы есть надежда, что вот раз, два, ну вот тот нижний, наверное, а вот 3, этот, хотя бы 2. Да, тоже все сухое, но здесь обстоятельства получше. Хотя вот здесь вот уже, вот они, белые корешки. И вот здесь немного белое. Сейчас мы это прольем. И будем надеяться, что в этой розе дела обстоят лучше. Хотя вот все белые корешки, прям распаковываешь, они опадают. Это роза плетистая. Надо сказать, что тоже у нее не очень хорошие чисто внешние дела. Это тоже роза, по упаковке уже понятно кто. Снимаем упаковку и посмотрим, как дела у этой розы обстоят. Да, пожалуйста, вот они все загнутые корешки вверх. И точно так же уже такие вот достаточно листочки, которые уже пытаются увядать. Голубой Нил. Я думаю, там еще хуже дело. Хотя бы не сухая земля. Может быть, сухая земля зависит от того, кто ее продает. Они должны, наверное, поливать. Вот здесь, смотрите, какое количество свежих новых корешков. Пролила. Они у меня здесь все в земле. В мокрой земле уже. И пусть они, наверное, так полежат некоторое время, чтобы хорошо-хорошо все пропитались водой. Только тогда мы их будем уже сажать. Да, все-таки качество розы. Вот эта вот фирма такая молодец. Все полностью роза в воске. Все в воске. Такая хорошая закрутка. Такие уже корни. Итак, я розочку посадила. И теперь я ее должна обрезать, чтобы приостановить ее рост, чтобы стали нарастать корешки. Конечно, вот здесь сейчас посажено неправильно. Видите, шейка высоко над землей, она должна уйти в почву, но это только на момент до того, как она поедет жить на дачу. И верхушечку мы отрезаем. Ну, где-то я, наверное, вот так вот отрежу. Пусть она будет вот такая. Уберу все сухие листочки. Вот здесь вот. Так, у нее верхушечка, в принципе, воском заделана, чтобы лишняя влага не уходила от череночка. Печальная история о плетистой розе. Единственное, что я сейчас не сделаю, вот старые корни, я их укорочу. Они мне совершенно не нужны, и они кажутся бесперспективные. Если и стрельнут, то что-нибудь выше. И вот здесь ее надо подразгрузить однозначно, потому что корней у нее практически нет. Но надо разгрузить как-то так, чтобы не в ущерб ей. Поэтому убираю всю вот эту зелень
Не даем ей расти вверх, чтобы она набирала корневую систему. Все листики, которые кажутся нам вялыми, мы тоже убираем. Зачем уже расходовать на них силы бедной розе? Если есть чем запарафинить, либо, может быть, садовый вард дома есть, можно вот эти, то, что обрезаете, если лишнее, можно их прикрыть, чтобы влага не выходила. Или хотя бы пластилином детским. Это тоже вариант. Развела корневин в лейку по инструкции. И очень тщательно сейчас я пролью все розы корневином, чтобы наши корешки могли начать развиваться и расти. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и сажайте розы с удовольствием.